Здравствуйте. Сегодня начали мы вспоминать, какие энергозатраты несет организм, когда мы занимаемся шашками, шахматами. И мне вспомнился чемпионат Европы 2014 года. Забегая вперед, сразу скажу, что не зря вспомнился. Мало того, что интересно, расскажу информацию по этому чемпионату, то есть, ну, по состоянию моего веса, я бы сказал, то есть такая шутка. Но я посмотрел партии этого чемпионата и смотрю, очень активно анализировалась моя партия, причем она с 2020 года анализироваться начала. То есть чемпионат в 2014 году, с 2020 года с Рональдом Схалеем. Спасибо им большое, то есть много очень комментариев на турной базы. И я хочу сразу сказать, что основные вот комментарии к этой партии я взял оттуда. Еще раз спасибо им, конечно. И комментарии очень интересные, и идея очень интересная. Но сначала вернемся к той теме, с которой хотел начать. Этот ну, репортаж, можно сказать. То есть после турнира игра такая достаточно тяжелая, я помню, был очень достаточно тяжелый турнир, и я специально перед турниром взвесился и взвесился после турнира. То есть я потерял 5 килограммов. Вот за где-то 7 дней, ну, может, еще дорога там была, это 8 дней получается, я потерял 5 килограммов. При том, что я очень обильно, очень, очень хорошо, давайте так скажу, очень хорошо питался. То есть у меня на рацион, я не знаю, составлял очень, то есть от обычного плюс еще было очень, ну, добавки очень большой плюс с добавкой, ну, с едой. То есть я, можно сказать, переедал, очень сильно, кстати, переедал. И, естественно, питьевой режим я тоже очень хорошо соблюдал, то есть очень сильно следил за питьевым режимом. То есть, ну, бывает, сбрасываем вес, мы знаем, что за счет нехватки воды, то есть именно вода уходит с организма. Ну вот я не знаю, что там было, но 5 килограммов, минус 5 килограммов я получил. Хорошо это для организма, плохо, это уже другой момент, конечно. Наверное, это не сильно хорошо все-таки, что я сбросил эти 5 килограммов. Но я, кстати, вот сейчас расскажу один момент еще. Меня после этого турнира специально ждали, чтобы я приехал и принял экзамен, государственный экзамен. И, значит, отложили даже позже. И мы после вот этого экзамена, мы чуть сидели, общались тоже с теми, кто принимал. То есть все, в принципе, были достаточно хорошие специалисты, ну, в области нашей физического воспитания, там, спорта. И вот я начал им рассказывать вот это, что я потерял 5 килограммов. Ну, конечно, для них это было какое-то открытие. То есть, ну, как-то они с таким удивлением смотрели. Потом, ну, тоже такие вопросы там. Может, ты там питался не так, что-то не так. Ну, потом, когда я назвал мой рацион, там, конечно, сколько я съедал там каждый день, то, ну, они просто искренне удивились, ну, и говорят, да, шашки так сразу с уважением начали относиться сильно, я чувствую, так зауважали наш вид спорта. Поняли, что не все так просто. Я еще не говорю, по-моему, даже им не объяснял, сколько часов там играли. Получается, 2 тура, иногда, когда 2 тура играешь, то, ну, по 10 часов, если по максимуму бывает. Ну, конечно, тогда, ну, народ бы, наверное, был в шоке. Ну, вот такая история, можно сказать. Такой факт. Кстати, вот этот факт потери веса неоднократно у меня был. Не знаю, я там еще не знаю, почему, наверное, все-таки большие энергозатраты, во-первых, большие энергозатраты, во-вторых, наверное, все-таки фактор стресса добавляется. Про энергозатраты я, может, когда-то еще расскажу, то есть что, то есть про мозг. Может, несколько моментов я расскажу, и в частности как-то свяжу это с шашками, с логическими играми. Но вот, конечно, факт остается фактом, то, что если есть достаточно важное соревнование, достаточно, где интенсивно работает мозг, то сброс веса идет стабильно.
Ну, как я уже сказал, хорошо, плохо. Давайте не будем об этом, в принципе. И давайте к чемпионату Европы в Таллине. Вот к этой партии, хорошей партии, еще раз спасибо голландцам и Рональду Схалею. Ну, Рональд Схалей бельгиец, поэтому и голландцам, и Рональду Схалею. Вот один момент из аналитики они вот дают вот этот фрагмент. Я белыми, кстати, играл. Но это уже с аналитики, там уже 3 или 4 хода. Давайте я сначала такой анонсик, маленький анонсик этой позиции сделаю. Вот здесь 20-25. Я специально паузу делаю. Но вы поняли, что здесь удар, да? Ну, он здесь, в принципе, виден удар этот. Вот такая вот тактика есть. Вот в этой позиции, видите, хорошая такая тактика. Давайте сначала посмотрим. Ну, вот такая вот позиция. Я, конечно, не помню, что нюансы какие, почему я конкретно так ходил. Ну, видно, хотел я отойти от Келя где-то. Тем более, они, голландцы, бельгийцы, ну, они достаточно теорию хорошо знают. Даже бывает, вот на уровне клубов очень неплохо знают, как я уже сказал, теорию люди. Поэтому я хотел чуть-чуть отойти. Ну, вот 32-28. Идея, наверное, идея какая была? То есть меняться не очень хорошо здесь, потому что буду играть как-то на эти шашки. То есть игра вот на эти шашки будет. Далее. Так, ну вот 9-14, единственное 9-14, конечно, наверное, ход очень интересно был. И вот, наверное, почему это 32-28. Я думаю, что вот, скорее всего, 38-32, чтобы на 9-14 именно сыграть вот сюда. То есть борьба идет за поле 28-23. То есть черная борется за поле 23, а белая за 28. Ну, вот такая приблизительно схема. Меняется, ну, вот часто меняется в этих позициях. То есть, чтобы потом как-то развернуться на длинном фланге у черных и потом на коротком. Ну, покуда разворачиваться, понятно, понятно, здесь вот нельзя, потому что рогатка будет нехорошая. Здесь шашек, в принципе, почти нету, то есть одна шашка только зависла, а здесь, видите, сколько зависло шашек, поэтому это все нехорошо. То есть здесь ты, ну вот, 18-23, нашел он, конечно, решение. Ну, я тут, честно говоря, не вижу какие-то варианты. Если, допустим, бороться за поле 29, то, естественно, будет 12-18. Допустим, поменялись мы. Вот, ну, вот ориентировочно, чтобы не давать развивать этот фланг. 19-23, наверное, даже. И вот, может, ну, я не знаю, логично, нелогично, может 7-12 пойти. Ну, хотя постановка будет, а может 18-23 просто пойти. Хотя тут позиция такая вроде бы некрасивая. Давайте посмотрим. Ну, все равно тут он развивается, понятно, что ничего нету. Наверное, вот не хотел. Логичнее было, то есть с моей стороны 31-27 и играть, вот здесь все-таки поменено сколько, по 3 шашки, да, и играть вот эту вот позицию спокойненько, ждать ошибки. Я думаю, что я ждал, скорее всего, где-то ошибки. 36-31, видно, еще не знаю, на 12-18, я думаю, что на такое простое я тут не ставил, конечно, ничего. Но, может быть, не хотел, чтобы эта шашка развивалась, хотя логика есть. Из-за этого удара. Наверное, вот 36 поэтому и походил. То есть. Хотя 36, в принципе, здесь, конечно, хочется. То есть 37 как-то не сильно логично. 36 все-таки хочется. И потом 31-27. Ну, какой-то есть, конечно, 13-18 ход. Вот здесь вот, я не знаю, почему он его не сделал. Ну, наверное, какие-то были у него какие-то были идеи, почему он не сделал, какие-то мысли. То есть 44-40, может, не хотел этой позиции играть. Но уже сложно комментировать, понимаете, очень долгое время прошло. То есть вот такая вот позиция. Вошли в классику. 14-20, 4-30, понятно. Темпами. То есть снабжает меня темпами, но правильно в классике. Нужно так делать. Иначе я здесь нападу, и он возьмет еще темпов, и будет не очень хорошая позиция у него, ясно.
Классика. Классика приблизительно надо, конечно, в классике надо держать паритет темпов, то есть приблизительно туда-сюда пару темпов, и тогда будет все нормально, если соблюдать определенные позиционные принципы, позиционные расстановки в позиции. Ну, покуда все нормально, то есть здесь еще размен один есть. Ну, и у меня, в принципе, тут тоже все хорошо. Почему я давно играл эту классику? Потому что здесь-то я покуда свободно играю. То есть там где-то 37-31, потом 47 есть. То есть, покуда я буду, считаю, захватывать этот фланг. Здесь просто вот сейчас вот интересная идея достаточно была. Видите, уже мне Олимпик не нужен, поэтому 40-34. То есть не надо двигаться нигде, не набирать темпы. Естественно, то есть просто даст мне много темпов, и, естественно, лучшая позиция будет намного. То есть 40-34. Олимпик мне уже не нужен. То есть, ну, Олимпик это тоже такое построение, что, в принципе, не всегда оно нужно. То есть надо вовремя чувствовать, когда убрать его. Ну, здесь в данном случае, ну, то есть смысла нет в этом построении, я его убираю просто. Но вот здесь вот 47-41. То есть вот здесь моя маленькая находка. Ну, насколько я вот вспоминаю эту партию, насколько я вспоминаю, то я думаю, что здесь где-то был вот удовлетворен вот этой вот позиции, именно вот этой находкой 47-41 хода. Я не помню, насколько я его там раньше видел, то есть в расчете. Идея такая, здесь покуда, естественно, нельзя вот этот ход делать. То есть из-за вот этой тактической идеи. 12-17. И вот идея основная была 45. Я понял, что вот здесь вот именно здесь вот этот не срабатывал размен. То есть если бы не было 47-41, то вот этот срабатывал бы 2 на 2, то есть ничего бы там не было. То есть, а здесь я сумел его как-то каким-то образом подвязать, и вот завязалась игра. Ну, грозит поменяться, понятно, что на 28 мы выходим. 40-34. Ну, тоже такой достаточно интересный ход. Это он, наверное, я его тут пугал этим ходом. Ну, ход понятно, что сюда куда-то нападать, здесь все нормально. То есть будем нападать, либо поменяется 17-22, 30-24, тут я его буду подвязывать. Наверное, идея такая была. Я так думаю, в принципе. Так, дальше. Так и так, что-то я так же давно в партии было, кстати. Да, нет, я вам хотел другое показать. Видите, я в смысле сбился. Так, вот на этот ход получается вот эта вот идея. Так, на 27, ну там же заходит. Сейчас давайте смотреть. Может, я что-то не вижу здесь? Так, сюда. И на 31, видите, тут сюда нельзя, потому что сюда и сюда получается. Так, ну, естественно, я сюда бы не пошел. Так, получается на 1 нападать надо. Почему, естественно, сегодня опять вспоминали интересные моменты, вспоминали, когда вот в критических таких позициях элементарные именно приемы очень известными шашистами, ну, просто не выполнялись элементарные приемы известными шашистами, то есть в партии, то есть какой-то стресс был, там, цейтнот и все остальное. Ну вот этой, конечно, идеей можно испугаться. Ну да, если особенно издали идти, то здесь можно испугаться. Минус получается 2 шашки, но так. Может, это все-таки побить сюда. Вот, сюда побить. Кажется, так лучше, наверное, побить будет. Минус 2 шашки, но здесь, конечно, страшно. А если вы расчете, особенно вот эта позиция, то, ну, как-то нехорошо здесь все. 47-42 как раз то может какие-то есть варианты. Ну и так, я думаю, что хорошо. Тут пойти на эту позицию, допустим, с расчета очень сложно. Тем более, вот на этот ход кажется, что он хороший, но здесь вот эта идея идет. То есть все хорошо здесь. Так, поставлю-ка вопросительный знак тут.
Так, давайте дальше смотреть. На паун. 17.22. И вот 44.40. То есть, почему я 30.24 не пошел? Ну, это я вам не скажу, почему я не пошел. 44.40. То есть, наверное, чтобы он не менялся. Я так чувствую, что, наверное, чтобы все-таки он не менялся. Мысль такая у меня была. 15.20. Ну, естественно, ухожу, чтобы не разменялся. Ну и вот здесь вот мысль очень интересная с моей стороны последовала. То есть смотрели не голландцы, смотрели вот эти вот идеи. Но здесь, наверное, я смотрел, я что-то вспоминаю, что ничего тут и не было, в принципе, в этой позиции. Смотрел то, что ничего не было. Ну так, белиберда, ну так оно и есть. То есть напали и не видно чего-то вообще. То есть вот такая вот позиция. Поэтому я, видно, отказался и пошел 28-22. Ну, так интересная, в принципе, мысль. Позиция, конечно, требует вот здесь аналитики. Что-то они там анализировали. Ну, давайте все-таки я покажу еще раз вот эту идею, что было с комбинацией. Это, кстати, какая-то партия пишут, что было. Ну, посмотрели они тоже по поиску. Какая-то партия была. По-моему, даже 90-й год был. Может, даже и юноши. Ну, я вот могу ошибаться. Ну, там что-то написано, я уже не буду возвращаться к этому. Так или иначе, идея хорошая, идея супер. Да, давайте лучше идею посмотрим. Зачем нам фамилия? Хотя молодцы, если кто-то играл, это все, это, конечно, молодцы. Но вот такая вот идея была. Здесь понятно, что надо было 18-23 как-то играть. Но вот опять, если проводить, допустим, тут две шашки у белых лишние, тут тоже. Вот если вы расчете, попробуй решить на эту позицию играть. Так, в партии было 23-29, 39, 18, 33-28. Ну и вот здесь вот ходы-то заканчиваются, собственно говоря, и шашку он отдал здесь. То есть где-то здесь вот надо искать. Я думаю, вот здесь что-то надо искать. Но может 29-24. Давайте посмотрим. У меня какой-то, я, кстати, анализировал тут какой-то вариант. Сейчас посмотрим. 48-43 на 34. Ну вот что, допустим, если на 20. Какие-то удары. Хочу тут какую-то тактику. Так, на этот ход, наверное, все-таки нехороший, потому что вот этот размен идет. То есть здесь, конечно, позиция такая, я считаю, что хорошая, наверное, хотя тут с какими-то вариантами. Надо, конечно, наверное, тоже смотреть. Хотя вот 33-28 я бы, наверное, на эту позицию играл. Но вот многие скажут, что я не точно тут, может, где-то анализируюсь, но я вот с точки зрения расчета, потому что, ну, все не посчитаешь, тем более вот этот 43-й ход, уже там все весело, наверное, со временем. Я думаю, что у него тут точно все весело со временем было. То есть, как он пишет, он там что-то вспоминает, и пишет, что там проблемы какие-то были. Может, и у меня что-то там было. То есть, я к тому, что вот я действую здесь в анализе, как будто играю партию. То есть, ну, психологически полностью вхожу так как-то в образ, в котором я был в партии. Поэтому я постараюсь передавать, что там было, можно сказать. Так, 14-20. Так. Наверное, поменялся, кстати. Почему я бы не поменялся? Да, наверное, поменялся бы. Ну, тоже такая игра интересная. И кружиться около этой шашки. С одной стороны, так, какой-то тут хитрый ход еще есть, наверное. Не знаю, ну, наверное, кружился бы, да. Допустим, какой-то хитрый ход вроде бы есть такой. Но сюда, получается, сюда вот, ну вот с идеями, которые были перед этим. И потом сюда. То есть, ну здесь же всегда жертва, наверное, должна быть жертва в этой позиции. Давайте посмотрим, что как. И на 34. Ну, это не знаю, позицию как оценивать. Я думаю, все-таки она ближе к ничейной.
И тем более у меня здесь фланга нету, то есть вариант такой, чтобы прорываться как-то на этом фланге, наверное, все-таки ближе к ничейной. Но надо бы ему эту позицию, конечно, играть с 24-29, то есть вот здесь вот с 24-29 наверняка. То есть, может, он каких-то вот этих нюансов не видел, тут тот же в расчете, вот, но у меня только догадки есть. Ладно, давайте посмотрим, как оно было. Потому что я понял вот это 28-22, даже вот с теперешних у них анализов, что чуть-чуть для них, для него, для Рональда был шок, и как-то вот голландцы там тоже, программы у них почему-то 39 показывают, но мне, допустим, вот этот 28-22 лучше нравится ход. Тем более, если он, вот как он пишет, у него мало времени было, то есть для него какой-то шок был специфический. То есть переход в другую позицию, это всегда интересно. Ну и мозг нужно перестроить, а перестрой мозг в цейтноте, то есть это как-то не сильно все хорошо. Но здесь 23-29, конечно, проиграл он, получается. Но вот такая вот партия, я думаю, интересные идеи были. И вот, ну вот я здесь сюда еще провел, как и насколько я понимаю. Да, тут надо куда-то так, куда? Сюда, сюда, ну, понятно, что выиграно. Сюда, то есть получается выиграно. Ну, вот такая вот позиция. Итак, ну, я думаю, сегодня всех убедила тут, что надо заниматься шашками. Надо худеть на соревнованиях и без соревнований, на тренировках. Ну, и шашки вот, ну, все не так просто. То есть, может, лучше ходить на шашки, чем там, ну, морить себя фитнесом по пару часов. Но вот здесь такой момент сложный. То есть, каждому выбирать самому. Ну, где-то у меня есть, поймите, что во многих моментах я шучу, то есть, ну, давайте думать. Ну, и, в принципе, во-первых, шашки, я хочу еще дополнить чуть-чуть, конечно, для мозга очень полезны. Ну и вот такие вот эффекты надо, можно сказать, на соревнованиях, можно сказать, надо изучать. Некоторые моменты вот посмотреть бы вот чисто физиологически, то есть какие-то измерения произвести. Все бы было, честно говоря, очень бы интересно, если вот пару соревнований сыграть и вот с какие-то замеры, причем так, может, какую-то контрольную группу, то есть среднего, может, какого-то игрока, какие-то, ну, в общем, провести определенную предработу, и вот на ком-то, может, не на одном поставить такой эксперимент, и все бы было очень интересно, конечно. Итак, до новых встреч, играйте в шашки.